Всем привет! Вы на канале Шитие Мое, с вами Оля, и я продолжаю создавать для себя вот такой интересный костюмчик. Костюм будет брючный, брючки у меня уже готовы, как вы видите. Это брючки с умеренной свободой, без бокового шва, без всяких прибамбасов, без всяких заморочек. Пояс пришивной, вставлена резиночка. Обратите внимание, насколько она небольшая, невеликая, то есть вот здесь она не увеличивает в талии. И слегка брючина заужена к низу, слегка совсем у меня по низу. 52 сантиметра без учета шва. То есть в готовом виде 52 сантиметра шириной брючина. Кстати, ссылочку на построение этих брючек я обязательно оставлю в описании под этим видео. Краила эти брючки я сразу на ткани. И в предыдущем видео, опять же, я оставлю ссылочку, если вы еще не видели, я рассказывала, как размоделировать нагрудную выточку. Говорила о том, будет ли при таком размоделировании перекошено изделие, и мы говорили о том с вами, что такое вообще в принципе перекошенное изделие. При таком моделировании никакого перекоса не будет. Единственное, что я хочу еще добавить здесь, это добавить на свободу, потому что это у меня точно четко базовая выкройка. И хочу еще немного углубить по пройме. И, конечно же, я для себя еще откопировала выкройку рукавчика. Буду моделировать уже по новой пройме рукавчик. И еще не сказала, здесь, конечно же, я хочу оставить на полузанос, обязательно. Полузанос у меня будет цельнокроенный. И воротничок, то есть вот эту горловину я хочу тоже видоизменить. Я говорила в предыдущем видео, что хочу жакетик. То есть в предыдущих видео говорила, что из этой ткани у меня будет костюм брючный, то есть брюки и легкий тонкий жакетик без воротника, но с лацканами. Но решила я все-таки сделать, то есть я не хочу лацканы, а вот хочу что-то вот типа такого, или может быть у меня будет V-образный вырез, я сейчас об этом подумаю. В общем, это изделие будет что-то типа блузона. Я сейчас добавлю на свободу, опущу еще линию проймы, смоделирую рукавчик. И вы увидите, когда вы увидите изделие на мне, вы поймете, что такое изделие никакого перекоса не даст. Я на этом настаиваю еще раз. Я специально затеяла эти серии, эти видео мастер-классы для того, чтобы вам доказать, что при таком моделировании не будет никакого перекоса. О чем я говорю? Напомню. Вот смотрите. Специально я прорисовала. Сначала я, когда моделировала базовую, то есть когда размоделировала выточку, я не прорисовывала линию талии, линию бедер, просто вот так произвольно линию бока нарисовала, произвольно длину. И когда уже вот здесь все смоделировала, вот так совместила и сделала так, что у меня боковая линия сошлась. И после этого я положила свою уже смоделированную выкройку на свою базу и прорисовала линию талии. Обратите внимание, у меня здесь разница на 1,5 сантиметра. То есть уплыла моя линия талии. Но кто-то еще раз будет говорить, еще много-много раз будет говорить, что при таком моделировании изделие будет перекошено. Вот я хочу сейчас доказать вам, что нет. Я именно эту выкройку сейчас беру и ее доделаю. Значит, что я буду доделывать? Я сейчас положу вот так кусочек кальки. То есть сюда положу свою выкроечку, сюда положу, чтобы мне приклеить. И все-таки, во-первых, добавить на длину я хочу сделать длиннее. Во-вторых, вот сюда сделать больше прибавку на свободу. И еще хочу углубить пройму. Так, я сейчас просто приклею вот так вот сюда, ну еще пару наклеечек сейчас, пару кусочков вот так сделаю. Так, здесь я делаю так, то есть приклеиваю так, чтобы у меня было совпадало по линии пройме. Я не обращаю никакого внимания на линию талии. У меня должно совпасть по линии пройме и по линии низа.
Итак, я еще, вот как раз я по линии показывала, что можно углубиться сюда еще. Я вот как раз по этой линии, то есть я углубляю еще на 1,5 сантиметра. Здесь я ничего не трогаю, здесь я оставляю. Далее на 1,5 сантиметра углубляюсь по... Так, вот у меня линия бока, сразу ее прорисуем, чтобы ее было видно, да? По спинке углубляю. Ширину я не забираю, ширину спины. Так, ширину полочки тоже не забираю. Итак, углубили пройму, и теперь мне нужно добавить вот сюда еще на свободу, потому что по базовой выкройке у меня 6 сантиметров на свободу, и этого будет мало. Поэтому я хочу, чтобы у меня было более свободное изделие, поэтому я добавляю еще 1 сантиметр к боковому срезу. 1 сантиметр к полочке и 1 сантиметр к спинке. Можно вырезать пройму. Здесь я просто выравниваю ее, чтобы не было каких-то тут уголочков и волнистых линий. Еще тем более маркер такой жирный. Так, вырезали пройму. Теперь я отрезаю по линии бока. Длину я уже буду корректировать на изделии самом. Так, вот так я отгибаю, чтобы вот тут вот кусочек отрезать, чтобы он у меня остался на спинке. Так, и тут тоже отрежу. Вот так у нас будет. И теперь мне нужно скорректировать еще линию переда, то есть горловину, полузанос. Значит, спинку я пока откладываю в сторону. Кстати, мне нужно, я тут делала все на глаз, поэтому мне нужно сверить линию плеча. Вот она моя линия плеча, здесь у меня сходится. Здесь чуть-чуть нужно подкорректировать. Но, кстати, можно сделать еще так, чтобы горловина была более открыта. То есть, если есть желание, можно сделать так. Так, я сейчас посмотрю, сколько у меня горловины. Я не помню, по базе я убирала. Да, убирала, но буквально 1 сантиметр. Поэтому я, наверное, все-таки еще углублю, ну, на 1,5, вот так, то есть расширю, да, углублять не буду, вот так вот и оставлю. Сделаю вот тут вот более такой, более крутой круг, вырез. Здесь меточка осталась, поэтому я просто беру вот так, вырезаю по спинке. И теперь можно спинку убирать и подготовить к полочку, да? То есть продолжим с полочкой. Я подклею. Опять же кусочек кальки вот так подклею, пока не вырезала. Я хочу сделать сразу цельнокроенную планочку, поэтому я сюда буду подклеивать так. Ну вот так, я думаю, мне будет достаточно. Вот так. Буду подклеивать кусочек кальки. Итак, что мне нужно, что я хочу по горловине? Здесь я убрала 1,5 сантиметра. Ну, возможно, это изделие я сделаю с V-образной горловиной. Но, может быть, не совсем с V-образной горловиной, так как планочка у меня будет цельная. Здесь хочется что-то такое, чтобы было меньше заморочек при обработке. Значит, что я делаю? Вот до центра, это у нас центр полочки. Отсюда уже пойдет
планочка, да, на полузанос. Я уже говорила, что не люблю делать тоненькие планочки, поэтому планка у меня будет достаточно широкая. Так, опущусь вниз, ну, наверное, вот так, ну, сантиметров на 12. У меня здесь уже какое-то углубление есть, я, к сожалению, сейчас не помню. Ну, вот так от выше точки плеча 10 сантиметров сейчас у меня. Ну, я еще возьму сантиметров на 12. Так. Можно сделать прямую линию, но я все-таки, наверное, хочу ее как-то изогнуть. Значит, вот здесь мне нужна обязательно прямая линия, потому что здесь у меня будет полузанос, и не хочется, чтобы здесь были какие-то заморочки при сборке. Но отсюда я плавно-плавно делаю вот так скругление. Дальше я хочу немножко прикрыть вот эту часть. Я делаю вот так. Вот так. И выхожу вот сюда. То есть, ну, понятно, да, что эту линию мы можем рисовать, как мы хотим. Вот я решила вот такой волной это прорисовать. И очень интересно мне теперь, что получится в результате. Так, вот это сейчас уберу, чтобы не мешало, не смущало. Вот такая у меня получится, вот с такой горбинкой у меня получится горловинка. Сюда в любом случае нужно делать выемку, потому что здесь у нас будет шея, в любом случае должна войти. Тут уже мне хочется немножко прикрыть, а тут мне нужно, чтобы вот эта линия была прямой. Теперь от центра переда я буду строить планочку. И смотрите, я специально надела вот эту блузку-рубашку, чтобы показать, как выглядит тоненькая планочка. Вот здесь у меня планочка, так, я сейчас точно вам скажу, сколько. 1,8, шириной 1,8 планочка. Но мне она не нравится. Я ее, конечно, сшила, сделала такую планочку. Свобода тоже умеренная. Здесь свобода к рубашечке, к этой по базовой выкройке, ни больше, ни меньше. Ну, она тоненькая, это, по-моему, софт ткань. Она очень тоненькая, она у меня прилегающая рубашечка с выточками. То есть все здесь и выточки талиевые, и выточки нагрудные, все здесь имеется, да. Но я решила, что здесь у меня будет тоненькая планочка. Мне не нравится. Не знаю, почему, не могу объяснить, просто не нравится и все. Поэтому, тем более, эта ткань, где у меня ткань? Да, ткань, конечно, у меня перед носом лежит, а я ее не вижу. Вот она моя ткань, она у меня достаточно плотная, тем более будет проклеиваться дублерином планочка, поэтому, ну, конечно же, будет еще плотнее. Почему буду проклеивать? Ну, во-первых, это необходимо, это нужно. Как бы это правило, мы иногда правила соблюдаем. Во-вторых, ткань у меня эластичная, и если будет, допустим, изделие на кнопках, будет очень неудобно расстегивать и застегивать, она будет постоянно растягиваться. В общем, будет неудобно, поэтому в любом случае мы будем проклеивать дублерином. Поэтому ткань у меня будет намного плотнее. Мало того, что в 2 сложения, еще и проклеенная дублерином. И я хочу, чтобы моя планочка была шириной, ну, примерно 4 сантиметра в готовом виде. Значит, я должна 4 сантиметра умножить на 2. 8 сантиметров я откладываю от центра переда. Вот центр переда. И я откладываю 8 сантиметров. Если кто-то захочет написать, что это очень много, что так не делается, что есть какие-то правила, что есть какие-то ограничения, ну, девочки, я уже где-то говорила, знаете, один умный человек сказал, как хочу, так и правильно. Вот я сегодня хочу так. Вот эту линию я продляю по прямой и вырезаю. Вырезаю вот так вместе. Ну, вот так вот, просто вот по этим линиям нарисованным. Длину я потом откорректирую уже на ткани. Так, здесь можно отрезать лишний кусочек. Ну и, конечно же, если я решила не делать вот здесь лацкан и не делать подборт, мне нужно сделать обтачку в любом случае на горловину и по спинке, и по переду. Я сейчас вот здесь помну, чтобы она у меня не скручивалась, немножечко вот так сомну и еще вот тут вот подклею.
чтобы было как цельная планочка, чтобы она у меня никуда не девалась. И обтачку я буду кроить уже на ткани, когда у нас будут вырезанные детали. Итак, я приблизительно посмотрела. Если вы посмотрите на мои брючки, можно разглядеть, что принт сдвинулся. То есть у меня там светлая полоса, темная полоса, и он сдвинулся. Одна штанина у меня более светлая, другая более темная. И я, хотя бы приблизительно хочу сделать то же самое на полочке. Что со спинкой будет, не знаю, но скорее всего так и будет. Вот если я раскладываю вот так, у меня как бы, вот видите, она темная на светлая, светлая на темная. То есть одна половинка будет светлая, другая темная. Какая будет из них какая, вот тут вот надо, кстати, поиграть. Так, если, допустим, я раскладывать буду вот таким образом, значит, вот это у меня будет правая сторона, и она будет темная. Нет, значит, мне нужно сделать вот так. Это я сама с собой сейчас разговариваю. Вот эта сторона у меня будет левая, и она у меня будет больше уходить на туда. Так, если я сейчас вот так делаю, мне тут нужна светлая сторона. А это у меня будет темная. А если я сделаю вот так, то есть если это будет вот так, то это будет светлая сторона. Крутила сейчас и решила, что буду выкройку выкладывать именно вот так. Смотрите, можно, конечно, сколоть нашу выкройку, приколоть к ткани. Но она у меня не скользкая, в принципе, поэтому я просто вот так утяжелители набросала. И, конечно же, нам нужно выкроить с припуском на швы. И припуск вот сюда к полузаносу мы тоже делаем, потому что здесь мы будем этот краешек подгибать. Значит, я буду делать припуск, в районе сантиметра. Желательно 0,7 на ширину лапки, чтобы не было там потом ничего мы не выдумывали, да? Шить на ширину лапки и все. Вот так вот я сейчас вырезаю свой вырез. Интересно, как он ляжет. Я даже вот просто не представляю, как он ляжет. Но в крайнем случае можно будет выровнять его, если так не понравится. Но я очень люблю экспериментировать с вырезами. Кстати, обратите внимание, я уже вырезаю полочку на ткани, а к рукаву даже еще не притрагивалась. Но я думаю, что вот из этого выпада, здесь у меня еще длина будет, примерно, наверное, сантиметров 15 я удлиню еще, может быть. И вот из этого вот кусочка будет рукавчик. Он у меня будет совсем маленький, но я просто хочу, чтобы он был. Пусть будет маленький, неважно, но он должен быть. Сюда я прибавляю тоже в районе сантиметра. Здесь у меня будет просто легенькая подгибка. Так, здесь вырежу, значит, проймочку. И сюда, конечно же, припуск. Кстати, если ваши швы будут в разутюжку, то вам нужно тогда делать припуск, допустим, не до 1 сантиметра, а хотя бы 1,5 сантиметра, 1,2 или 1,5. Значит, теперь смотрите, эта полочка у меня, и по полочке я измеряю, определяюсь с длиной своего изделия. По выкройке от высшей точки плеча я хочу, вот я сказала 15 сантиметров, вот я хочу 70, я думаю, что будет нормально. 70, плюс, может быть, сейчас приложу к себе, посмотрю, что такое 70, где это будет у меня заканчиваться. Нет, я думаю, что пускай будет 72. Это вместе с подгибкой. Значит, 72. Сейчас найду ручку, которая пишет по ткани. Вот 72 сантиметра я откладываю. И здесь я прикладываю уголочек. Ориентируюсь по центру. Можно, в принципе, на центр ориентироваться, центр полочки. Где там у меня? Ориентируюсь на центр полочки и вот на эту метку. И просто прорисовываю
кусочек, а потом прорисовываю все остальное. Так. Продолжаю резать спереду. Здесь можно отрезать все лишнее, чтобы не мешалось. И низ. И я не забываю, что по низу у меня вот здесь 1,5 сантиметра скошено. Вот так будет виднее. Вот эти вот 1,5 сантиметра я по выкройке делала, да? Значит, я сейчас вот так прорисовываю боковую линию до низа. И вот здесь снимаю 1,5 сантиметра. Вот прям вот слегка вот так делаю полукруг. Практически незаметно. Все, полочка у меня готова. Пока убираю в сторону. Мне нужно было понять, сколько я добавила к низу. Хотя это можно сделать, конечно, уже по боковому срезу, но все-таки вот так, значит, я краила. И я добавила к низу 10 сантиметров, 10,5 получилось, ну, примерно 10 сантиметров. Я все-таки буду ориентироваться на боковой срез полочки. Так, и сюда у меня войдет спиночка. Видите, если бы я делала жакет, у меня вряд ли бы получился подборд. То есть вот настолько у меня тут мало ткани. Поэтому и хорошо, что я делаю блузон без... Так, кстати, я хочу, чтобы у меня был... Так, что у меня по спинке, во-первых, по рисунку сейчас посмотрю. В принципе, то же самое. Если я буду делать спинку вот так, здесь у меня должна быть вот так. Здесь у меня будет... Вот видите, если я сделаю вот так, то у меня все встанет на места. Но вот тут вот прям вот жалко вот этот кусочек, а вдруг куда-нибудь пригодится. В общем, ладно. Если я не буду совмещать рисунок с брючками... Так, сейчас посмотрим. Ну у меня здесь получится одинаковый он, да? Левая, правая сторона получится одинаковая. Нет, я все-таки рискну. Буду неэкономной. Ну, мне, в принципе, этот кусочек уже никуда не пригодится, поэтому я сделаю так. Вот здесь у меня будет сгиб. Никакой свободы лишней я не добавляю к сгибу. Так, я прикладываю прям к сгибу. И вырезаю пройму. С припуском, конечно же. Плечо. Горловину. Так, сюда нужно будет добавить еще обязательно на шов. И к низу мне нужно прибавить 10 сантиметров, или я вот так прикладываю полочку, прикладываю вот к этой линии, да, к пройме, потому что она у меня здесь как раз закончится. И вот здесь вот так у меня получится, будет спинка проходить. Значит, я теперь беру уголочек, прикладываю к сгибу одну сторону, а вторая сторона должна упираться вот в эту меточку. Все, прорисовываю я себе линию низа. И продолжаю вырезать. Вот так я показываю все прям более-менее все подробно. Ну, по крайней мере, стараюсь, да, показать каждый момент. Смотрите, спинку мы вырезаем по низу, вырезаем ровной.
полочка у нас была скошена. Это для того, чтобы сделать небольшой баланс. Ну и теперь, если я уберу вот эту выкройку, приложу вот так приложу спинку с полочкой. Ну вот вы видите здесь какой-то перекос? Я не вижу. Очень даже симпатичная получается проймочка. Со свободой. Логичная линия плеча. Легкий балансик здесь. И здесь получается вот баланс. Видите? То есть то, что у меня плечевая точка, высшая точка плеча вышла выше, то есть она у меня в принципе и должна быть выше, потому что здесь нет выточки нагрудной, и баланс должен быть. Если есть разница между спинкой и полочкой, баланс должен быть. Если ваша разница в пользу спинки, допустим, есть у вас сутулость, то это будет баланс на спинке. Если полочка, то это полочка. То есть логично, да? Прежде чем убрать спинку и полочку и приступить к моделированию рукавчика, я на всякий случай измерю рукавчик. То есть пройму измерю и запишу это число. Пройма у меня 52 сантиметра уже на готовом изделии. Вот я пишу 52 сантиметра пройма. Так, пусть у меня будет этот листочек вот так вот. Пусть будет. Убираю спинку, полочку. Беру рукавчик. Вот он мой рукавчик по базе. Вот он мой кусочек оставшийся. Рукавчик я уже, наверное, наверное, я буду рукавчики делать одинаковые, скорее всего. Сейчас посмотрим, если будет такая возможность. Ну, хотя бы, чтобы приблизительно одинаковые. Вот здесь вот центр рисунка. И вот так, если мы с вами раскладываем. Сейчас посмотрим. Вот так вот рисунок совпадает. Более или менее я уже тут не буду до миллиметра делать совпадение. Вот так, значит, пока откладываем. Тут еще, кстати, если что, и для кармашков еще место будет. Значит, вот он мой рукавчик. Я вспоминаю. Я углубляла сегодня на 1,5 сантиметра. Ну, я уже тут на глаз. Да, на 1,5 сантиметра. Вчера на 2 сантиметра углубила. Я имею в виду полочку и спинку. Ну и сразу как бы вот я углубляю, делаю углубление, да, на 3,5 сантиметра. На 3,5. Так. В этом месте, в плече, то есть на плече я ничего не меняла, поэтому и в этом месте я менять ничего не буду. Мне нужно плавненько, красивенько вывести линию вот сюда. И желательно, чтобы вот здесь не забирать ширину и не добавлять ширину. Если мы добавим ширину, у нас вот здесь будет мешок. То же самое по переду. Если мы добавим ширину, здесь будет мешок. Если заберем, то будет тянуть. Поэтому мы стараемся, вот так вот мы стараемся повторить вот эту линию, но она у нас получится ниже. И примерно вот к серединке, да, вот она серединка, примерно вот она серединка. Мне нужно вывести линию рукавчика. Но здесь вот я должна сделать более плавненькую линию. Вот здесь не должно ничего торчать. Может быть, вот так вот немножко еще скосить. То же самое я делаю с этой стороны. Головка рукава, верхняя часть остается такой. А вот оно у меня занижение. И мне нужно ее вот так прорисовать. Теперь я продолжаю эту линию. Ну, как бы мне на свободу тоже нужно, да? Но мне нужно, я сначала от этой точки до этой точки промерю. Так, у меня здесь получается 49 сантиметров, там 52, но здесь же еще будет выше, да? То есть, если я так вот сейчас промерю над окатом рукава примерно 1 сантиметр выше, потому что здесь у меня будет, там я уже с учетом выкройки на ткани, выкройку уже готовую измеряла. Но здесь у меня получается 51 сантиметр, да, то есть получается где-то 1 сантиметр еще нужно добавить, но не то что на припосадку, а на то, чтобы ровно, четко вшить рукавчик
пройму, нужно немножечко, чтобы была свобода, хотя бы 1-1,5 сантиметра. Поэтому здесь я буду добавлять не 1 сантиметр по 0,5 с каждой стороны, а как раз по 1 сантиметру, как раз точно столько, сколько я добавляла к полочке и спинке на свободу. Так, продлеваю эту линию вниз до конца, там уже посмотрим, сколько хватит, сколько не хватит. Мы с вами переносим, обязательно делаем отметку, где у нас передняя половинка, обязательно делаем центр, метку, так, и вырезаем. Линии должны быть плавные, логичные. Вот такой красивый, симпатичный рукавчик у меня получился. Я подтягиваю ткань. Наверное, вот так будет удобнее, да? Прикладываю. Я, в принципе, не буду выбирать, где у меня какой рисунок, где какой чего. Я сделаю максимально, чтобы у меня получился рукавчик подлиннее, чтобы была еще хотя бы подгибка, да, какая-то. Здесь на шовчик оставляю, сюда на шовчик. У меня получается рисунок уплыл, да, то есть не этот будет центр, не это будет центр, а центр будет между темной и светлой полосой вот тут. Ну и ничего страшного, меня это вполне устроит. Главное, чтобы мне еще хватило на обтачке, вот здесь у меня еще на обтачке хватит, возможно, какой-то кармашек. Кармашек мне в любом случае нужен, потому что я гуляю с собакой, и, ну, хотя бы ключик мне нужно куда-то положить. Да и вообще, в принципе, люблю, когда есть маленький кармашек. Хоть он будет какой-то потайной, хоть он будет нагрудный, хоть он будет, неважно. Мне нравится, когда есть кармашек. Так, сейчас ручкой, специальной для ткани, я прорисовываю центр и на втором рукавчике. Вот. Кстати, будьте внимательны, ткань, то есть ручка действительно для ткани, но иногда получается так, что когда покупаешь, продавец пишет, что терморучка, то есть исчезает от горячего пара утюга, но не всегда. Вот именно вот эта паста, кстати, из пачки впервые мне попалась. Я целую пачку уже потратила. Буквально там осталось несколько штук, и из пачки впервые попалась, что пару утюга проходишься, она не исчезает, а наоборот темнеет. Поэтому будьте внимательны. Мне-то как бы все равно, я шью для себя, да, и изделие не просвечивается. А если бы оно было просвечивающееся, то это был просто крах. Значит, я переношу отметочку передняя часть рукава. И теперь я пока рукавчик убираю, беру полочку, беру спинку, и мне нужно выкроить обтачку. Но прежде чем выкроить обтачку для полочки, мне нужно вот так. Так, я беру одну полочку, мне будет достаточно. Вот так, смотрите, вот здесь у меня центр полочки. Можно, конечно, его прорисовать. Так, можно прорисовать 8 сантиметров. Плюс 1 сантиметр я добавляла, ну, где-то 0,7 на шов. Значит, у меня получится где-то вот так. Я сейчас прорисую линию центра, чтобы знать, как выкраивать обтачку для такой горловины. То есть вот так я сейчас скалю. Вот так у меня будет подгибочка небольшая. И вот сюда, да, я сейчас просто скалю. Так, полочка и спинка. Спинку мы складываем, конечно же, в 2 сложения. Так, лучше, конечно, на лицевую сторону, чтобы было видно, да, чтобы отличалось. Я беру, так, для спинки, где-то у меня был тут такой интересный кусочек. Вот он, наверное, мне хватит.
принципе, я не буду здесь соблюдать рисунок, потому что это будет все-таки внутри, это будет изнанка. Так, главное, чтобы мне хватило. Нет, мне не хватит, поэтому мне придется взять другой. Так, ну вот этот попробую сейчас взять. Не забывайте соблюдать долевую. Это важно, особенно при такой ткани. Так, смотрим, хватит ли мне. Да, мне хватит вполне. Даже вот так можно ниже опуститься. Совмещаю обязательно здесь, чтобы центр у меня был центром. Да, центр к центру, сгиб к сгибу. Вот так я прикладываю. И, ну, какая у меня тут обтачка шириной будет? Ну, примерно 7 сантиметров я себе делаю. Так, 7 сантиметров это у меня будет по низу. Я люблю, когда у меня по центру спины обтачка больше, шире, чем по плечам. Здесь у меня уже идет, вот все-таки вот так сделаю. Чуть-чуть сдвину. Так, еще раз выравниваю. Центр к центру. Еще раз измеряю. Да, 7 сантиметров у меня будет по низу. И сейчас я проверю, сколько мне будет. Хватит, не хватит. Вот здесь сейчас вообще еще проверю. Вошла, не вошла. Вошла. Очень хорошо. Делаем из кусочков. Значит, здесь, если там 7, ну здесь тоже. Здесь можно, в принципе, 6 сделать. Пусть будет 7. Пусть будет уже 7, раз хватает. Значит, вот так я делаю здесь полукругом. Можно лучиками отмерить эти 7 сантиметров. Ну, если вы себе доверяете, то можно, в принципе, и так. Здесь я немножко скалю, чтобы она мне не уехала никуда. Все, вырезаю обтачку для спинки. Выкраивала по уже готовой выкройке, поэтому я здесь никаких припусков не даю. Так, обтачка по спинке готова. Еще раз измеряю, сколько здесь у меня получается, чтобы обтачки у меня были ровные. В общем, если быть точной, 7,5 сантиметров. И здесь 7,5 сантиметров. Вот так вот я нарисовала. Спинку убираю, но я прикреплю ее обтачку к спинке, чтобы не потерялась. Все-таки деталька мелкая. Значит, теперь здесь я приколола. Мне нужно найти кусочек для обтачки, для полочки. И, конечно же, чтобы было соблюдение долевой. Долевой поперечный. Так, вот тут у меня войдет или не войдет. Сейчас будем смотреть. Здесь я наоборот, наверное, мне нужно, чтобы вот это вот видеть, мне нужно сделать вот так. Войдет, не войдет. Так, сначала вот так измерю. Отлично, входит, ура! Так, я все-таки, наверное, вот так разложу, чтобы мне все-таки рисовать на ткани, в принципе у меня же будет, нет, вам будет не видно, да, вот так я прикладываю, здесь у меня должно быть 7,5 сантиметров, сюда нужно дать какое-то расстояние, чтобы обтачку вшить вот сюда, то есть будет намного лучше, намного, правильнее, наверное, что ли, чтобы не болталась обтачка. Так, я сейчас вот так приложила. Измеряю. Здесь должно быть 7,5. Чуть-чуть продвигаю вот так вперед. Здесь я прям не даю никакой свободы. Прям тютелька в тютельку, чтобы вот сюда мне было максимум. Если у вас будет возможность сделать больше, сделайте больше. Так. Обрисовываю полностью по контуру свой красивый вырез. Изумительный вырез. Необычный и оригинальный. Так, и вот так я прорисовываю. Смотрите, вот здесь я прорисовываю, но
Вот так отгибаю и планочку обрисовываю. Так. Теперь, вот он мой вырез, да, вот она моя планочка. Мне нужно, чтобы моя обтачка ушла под планочку, ну хотя бы вот так на сантиметр. Поэтому вот это я не буду сейчас вырезать, а вырезать буду вот здесь. И вот эту часть мы можем, в принципе, как вам нравится, ну вот, все сбила. Придется еще раз. Еще раз. Вот так. Правильно, неправильно. Да, все правильно, слава богу. Так, сколем булавочками, чтобы больше такого не случилось. Теперь мне нужно выкроить вот эту часть, то есть свободный край обтачки, как он у меня будет выглядеть. И, в принципе, это тоже, знаете, все зависит от вашей фантазии. Вы можете полностью повторить вот эту линию. Вот так, да? А можете просто сделать кругленькой. А можете, ну, я не знаю, как хотите. Что я буду делать? Еще раз проверяю. Здесь у меня должно быть 7,5 сантиметров. Вот они. Так. Ну, здесь я сейчас вырежу поровнее, да? Ровненько. Вот. И тут вот они у меня 7 сантиметров. Еще 7,5. Еще раз. Вот они, да, 7,5. И смотрите, вот отсюда, я уже повторяюсь, вот до этих пор я буду вырезать, да, вот эту часть всю буду вырезать. И отсюда мы можем сделать вот такую вот красивую линию, вот так. Ну, я буду делать вот так. Ну, или сейчас посмотрим. Чтобы она была красивой, чтобы она здесь у меня не выглядывала, не выпирала, нужно, в принципе, сделать ее и ровно здесь. В общем, я вырезаю. Вот эту часть я вырезаю. Так. Я не буду мучиться, просто вот так полукругом вырежу. Так, здесь немножечко основровочка небольшая. Прям вот капельку. Ткань скручивается. Кстати, очень похоже на кулирку, когда шьешь, кроишь, то есть. Вот здесь я буду вырезать. Вот эта часть у меня будет под планочку вшиваться. И вот он мой красивейший вырез горловины. Так, все расправляю, чтобы ничего нигде не тянуло. Вот так, отрежу лишнее, чтобы ничего, правда, что не тянуло. Все, обтачка моя готова. Полочка, спинка готова. Рукавчики я вырезала. Так, сейчас вот так обтачку прикалываю. И я сейчас еще выкрою для себя кармашки и буду уже сшивать. Не знаю, сегодня, возможно, завтра. Мне, в принципе, торопиться некуда, хотя очень уже хочется в этом костюмчике погулять. Иногда у нас, знаете, как погода меняется. Сегодня очень холодно, завтра очень тепло. В общем, есть такие моменты, есть такие дни, когда уже хочется погулять в таком чем-то легком. В общем, как сшивать? Я буду для начала, конечно же, планочку мне нужно будет продублировать, где моя полочка, вот она. Я буду дублировать планочку, буду дублировать вот четко до этих пор, где я прорисовала, да, центр. Далее, ну, конечно же, вторую полочку тоже. Дублирую обязательно обтачку и по спинке, и по полочке. Так, если вы будете выкраивать, то есть если вы будете сшивать в разутюжку, то каждый край, каждый срез нужно будет обработать отдельно. Я же буду сшивать так же, как и штанишки, ничего не буду мудрить, просто буду сшивать и все на верлаке и, конечно же, рядом закрепочную строчку. Далее я сейчас вот даже соединю, наверное. Так, где у меня тут низ, где у меня верх, вот этот вот у меня верх. Вот так мы раскладываем с вами обтачку. Вот он вперед у меня, передний срез. Так. Вот так у нас будет выглядеть обтачка. Мы сшиваем, то есть я сшивать буду вот так, по этим срезам.
Вот так мы, получается, сшиваем плечевые швы обтачки. Далее обработаем вот этот свободный край. Это у нас будет свободный край. Сначала я проклею, конечно же, дублерином, обработаю срез. Швы у меня уже готовы, допустим, будут сшиты. Дальше я буду сшивать плечевые швы, полочки и спинки. Лицом к лицу, конечно же. Вот так. Плечевые швы буду сшивать, полочки и спинки. После этого можно уже пришить обтачку. Так. Допустим. После этого мы с вами сшиваем боковые швы. При таком моделировании лучше, когда у нас изделие полностью уже сшито, сшиваем боковые швы рукавчика. И после этого мы с вами сшиваем, то есть вшиваем рукав в пройму, ориентируясь на центр рукава. Почему? Потому что мы с вами, рукавчик у нас по базовой выкройке, центр рукава у нас никуда не съезжал, а здесь у нас размоделирована выточка. Причем она у нас размоделирована и в пройму, и в бок, и куда угодно, да, то есть во все стороны. Поэтому здесь у нас может не соответствовать боковая линия. Если она у вас не соответствует, не старайтесь ее посадить. То есть, смотрите, повторяю, вы сейчас сшиваете боковой шов по рукаву. Я, кстати, потом покажу готовое изделие, как оно выглядит, как у меня будет вшит рукавчик. Сразу сшиваете вот так рукавчик. Сразу сшиваете боковой срез и плечевой срез на изделии. Вот видите, разница какая, да? У нас получается как свободно, как по переду. И, естественно, при этом, при том, что вот у нас вот такая свобода по переду, а по спинке вот так вот ровненько, у нас может не сойтись центр. Почему? То есть боковая линия. Почему? Потому что здесь-то у нас центр вот так. Ну, по крайней мере, у меня так. И в любом случае он может не сойтись. Я сейчас быстренько вот так за кадром сколю хотя бы плечевую линию и немножечко боковую, и вколю рукавчик в пройму. И покажу вам, как это будет выглядеть. Вот смотрите, я даже не сметывала, я просто вколола рукавчик в пройму. Покажу, надеюсь, будет видно. Надеюсь, будет видно. Вот она моя линия бока. И чуть-чуть вот сюда идет линия бока по рукаву. Чуть-чуть. То есть они немножко не стыкуются. Именно из-за того, что мы сюда переводили часть выточки, да, нагрудной. Никакого перекоса здесь нет. Я обязательно, когда сошью уже готовое изделие, покажу на себе. И обязательно покажу, как оно сидит на мне. Но я вот, например, перекоса никакого не вижу. Вот здесь как бы, да, кажется, что выточки не хватает, но когда рукавчик уже вшит в пройму, здесь ничего лишнего нет, все замечательно, все красиво и аккуратно. Уже у нас будет здесь вот так обтачечка. Вот так покажу, чтобы было видно, да, вот так будет обтачка. Кстати, мне этот вырез очень нравится. Ну, очень будет классно. Вот такой вот вырез у меня получился. Очень понравился мне этот вырез. Обязательно покажу на себе. Да, почему нет? Даже сейчас можно показать на себе, если вы вдруг захотите. Я прям вот так на рубашку. Вдруг захотите что-то мне сказать по поводу того, что манекен это не туловище тела. Сейчас я подвину камеру. Я думаю, вот так видно, да? Вот он рукавчик, спинка. Вот так у меня будет застегиваться. Так, вот здесь я сейчас застегну. Ну, я имею в виду заколю свой полузанос. Вот так. Неудобно, конечно, на себе все это делать. Ну, это только еще один рукавчик. Где перекос? Плечевая линия на месте. Вот, пожалуйста, на месте. Никаких волдырей, никаких пузырей.
свободно все, ровненько, красивенько. Мне очень нравится, и я просто балдею. Я буду ходить просто, знаете, с гордо поднятой головой в этом изделии. Никаких перекосов здесь нет. И не бойтесь экспериментировать, не бойтесь шить что-то новое. И не бойтесь пробовать. Еще раз говорю, мы все меняем постельное белье, мы все когда-то меняем старое на новое. Оставляйте постельное белье для себя, чтобы шить макеты. Если вы сомневаетесь в каком-то крое, если вы очень хотите что-то попробовать, но сомневаетесь, сшейте для себя макет. Я не сомневалась, поэтому я даже не шила макет. И у меня получилось все просто замечательно. И это ответ, мой громкий ответ тем, кто писал, что будет перекошенное изделие. Никакого перекоса. У меня плечевая линия на месте, боковая линия на месте, причем обе линии на месте. Перекос это когда вот так, или вот так, что-то вот такое. Вот это перекос. Перекос это когда мы кроим из трикотажа и не соблюдаем долевую и поперечную. Вот это перекос. Прежде чем кого-то оскорбить, прежде чем кого-то обвинить, просто развернитесь на 180 градусов и посмотрите на себя саму. Я не буду рассказывать, не буду показывать на весь мир то, чего я не знаю сама. Ну и на сегодня я все-таки с вами прощаюсь. Очень надеюсь, что никого не обидела. Кстати, в завершение хочу сказать, моя корона мне в самый раз. Так что на сегодня всем пока. До новых встреч!